Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий. Спасибо, что зашли ко мне в гости на канал Рецепты вкусной кухни. Сегодня делюсь с вами очень вкусным и простым рецептом запеченной свинины. Мясо готовится в очень вкусном и ароматном маринаде. Свинина, запеченная по этому рецепту, получается очень нежной и сочной. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше простых и очень вкусных рецептов. Начнем готовить. В мясе делаем прорезы, но не до конца. Толщина каждого кусочка должна быть примерно 2 сантиметра. Мясо делим порционно. Для запекания свинины в духовке по этому рецепту сегодня я использую свиную шею, иногда я использую бедро. Теперь мясо слегка подсаливаем со всех сторон. Много соли не добавляю, потому что сейчас приготовлю маринад, который будет содержать в себе соль. Добавляем черный молотый перец по вкусу. Теперь подготовим маринад. Для маринада понадобится 4 столовых ложки соевого соуса, столовая ложка меда, столовая ложка сладкой горчицы, пол чайной ложки кориандра, 1 измельченная гвоздичка и пол чайной ложки измельченного тмина. Все ингредиенты хорошо смешиваем между собой. Извините, в маринад забыл добавить столовую ложку растительного масла. Друзья, аромат на кухне стоит просто потрясающий. Тмин, гвоздика, кориандр. Мясо с этим маринадом получается очень вкусным. Маринад добавляем к мясу. Хорошо втираем маринад в мясо. При желании мясо можно оставить на пару часов промариноваться в комнатной температуре или на ночь его отправить мариноваться в холодильник. Ну а я продолжу готовить дальше. Полукольцами нарезаю 2 средних луковицы общим весом 150 грамм. Теперь нарезанный лук выкладываю на дно емкости для запекания подходящего размера. Лук я выкладываю не весь, оставляю примерно 1/3 лука от общей нарезанной массы. Сверху на лук выкладываю квашеную капусту, предварительно слегка ее отжав. Для приготовления этого блюда я использую 500 грамм квашеной капусты. На дно емкости для запекания я выложил не всю капусту, оставил примерно 1/3. Квашеная капуста хорошо сочетается с маринадом, который я приготовил для мяса, и со свининой. Также это будет хорошим дополнением к гарниру, особенно если это картофельное пюре. Между разрезами мяса фарширую оставшейся квашеной капустой. Друзья, на моем канале уже есть 2 очень вкусных рецепта. Это свинина, запеченная в фольге целым куском, и свинина, запеченная в духовке целым куском в соусе. Ссылочку на видео я оставлю в конечной заставке и в описании под видео. Проходите по ссылкам и смотрите эти 2 невероятно вкусных видеорецепта. Я уверен, они вам понравятся. Сверху на капусту выкладываю оставшийся лук. Накрываю мясо фольгой. И отправляю мясо в заранее разогретую духовку до 180 градусов вверх-вниз на 2-2,5 часа. Длительность приготовления мяса индивидуально зависит от вашей духовки. Друзья, прошли 2,5 часа. Мясо уже готово. Снимаем фольгу. Сверху мясо поливаю бульоном. И отправляю мясо обратно в духовку на 10 минут. Только для того, чтобы мясо слегка подрумянилось сверху. Примерно через 5 минут я мясо снова поливаю соком, который находится в форме для запекания. И снова отправляю мясо в духовку буквально на 5 минут. Это я делаю для того, чтобы мясо сверху не подсыхало, но при этом оставалось красивым и румяным и сохраняло сверху свою сочность. Друзья, прошли 10 минут. Мясо подрумянилось. Накрываю мясо фольгой и даю ему отдохнуть 20-30 минут. Друзья, мясо уже отдохнуло, я его переложил на тарелку. Сейчас я вам покажу, насколько оно нежное внутри. Вот такое вот оно нежное и сочное. Друзья, если вам понравился этот вкусный и простой рецепт запеченной свинины в духовке, переходите в мой плейлист «Рецепты из мяса». Я уверен, вы там для себя найдете простой и очень вкусный рецепт. Не забывайте ставить лайки и оставлять под видео комментарии, мне их очень приятно читать. Всем пока и до новых встреч на моем канале.